Какие религии исчезли с лица земли? И почему их последователи предпочли смерть отречения? В одной из них жрецы буквально вырывали сердца тысячам людей, веря, что иначе солнце не взойдет. В другой адепты поклонялись Богу, чье имя до сих пор запрещено произносить вслух. Но самое шокирующее впереди. Сегодня на планете насчитывается около 4000 активных религий. Их храмы превратились в руины, их священные тексты сгорели или сгнили, их боги больше не получают ни одной молитвы. Но столько же, а может и больше, уже мертвы. Однако эти религии не просто исчезли, каждая из них рухнула при обстоятельствах, которые до сих пор не укладываются в голове. Одну уничтожил один единственный человек, росчерком пера запретив целому народу верить в своих богов. Другая исчезла вместе с цивилизацией так внезапно, что археологи до сих пор не могут объяснить причину. Это не пересказ учебника истории, это 10 религий, которые потрясали мир и были стерты с него. Первой в этом списке стоит религия, которую уничтожил один человек за 20 лет. В XIV веке до нашей эры египетский фараон Эхнатон запретил всех богов разом — Амона, Ра, Осириса, Гора — и объявил единственным божеством солнечный диск Атон. Жрецов крупнейших храмов выгнали, статуи разбили, имена старых богов выбили из надписей по всему Египту. Эхнатон построил новую столицу — Ахитотон, и переехал туда вместе с двором, отрезав страну от тысячелетней религиозной традиции. Но через 20 лет он умер. Его преемник, девятилетний Тутанхамун, под давлением жрецов вернул все обратно. Имя Эхнатона вычеркнули из списков фараонов, его город бросили, и он превратился в пустыню. Религия Атона просуществовала ровно столько, сколько жил ее создатель. И исчезла за несколько лет так же внезапно, как появилась. Второй случай еще жестче. Карфагенская религия с культом Баала Хамона требовала самого страшного жертвоприношения, какое только можно представить — детей. Младенцев и детей до 3 лет сжигали живьем в специальных печах-тафетах, веря, что Бог примет такую жертву и защитит город. Раскопки в Карфагене обнаружили тафет с останками тысяч детей возрастом от нескольких недель до нескольких лет. В 146 году до нашей эры Рим стер Карфаген с лица земли буквально 17 дней пожаров, полное уничтожение города, выживших продали в рабство. Вместе с городом исчезла и религия. Ни одного жреца, ни одного храма, ни одного последователя не осталось. Баал Хамон перестал получать жертвы в один день. Третий пример — религия друидов в Британии. Когда римские легионы в 61 году нашей эры высадились на остров Мона, сегодня это остров Англси в Уэльсе, они увидели на берегу нечто, от чего, по словам римского историка Тацита, у солдат на мгновение остановились ноги. Друиды стояли между кострами, воздевали руки к небу и выкрикивали проклятия. Священные рощи, где друиды проводили ритуалы и хранили устные тексты тысячелетней традиции, вырубили и сожгли. Рядом стояли женщины в черных одеждах с факелами. Римляне пришли в себя, переправились и уничтожили всех. Поскольку друиды принципиально не записывали свои знания, все передавалось только устно от учителя к ученику. Гибель жрецов означала гибель всей религии. Ни одного текста, ни одного описания ритуалов изнутри до нас не дошло. Все, что мы знаем о друидах, написано их врагами. Четвертый случай — религия катаров на юге Франции. В 13 веке катары верили, что материальный мир создан злым богом, а истинный бог чисто духовный. Они отказывались есть мясо, не признавали католических таинств и считали папу римского слугой дьявола. Папа Иннокентий III объявил крестовый поход прямо внутри христианской Европы. 20 лет войны. В 209 году в городе Безье крестоносцы спросили своего командира, как отличить катаров от католиков. Он ответил: убивайте всех, Бог узнает своих. В один день вырезали от 8 до 20 тысяч человек. 240 человек отказались отречься и вошли в огонь добровольно. Последних катаров сожгли на костре в 1321 году в замке Монсегю. Каждая из этих религий не угасла сама. Ее убили. Мечом, огнем или указ. Но есть религии, которые исчезли иначе. Без войны и без приказа. Словно растворились в воздухе вместе с народами, которые им поклонялись. Есть особый вид религиозной смерти, когда не остается ни одного человека, который знает, как молиться. Не потому, что всех убили, просто последний носитель традиции умер и унес все с собой. В 1997-м умерла женщина по имени Катарина Суфич в Хорватии. Она была последней жрицей культа, который ученые называют балтославянским язычеством в его чистой, незамутненной форме. Никаких записей она не оставила, никакого ученика не подготовила. Все, что осталось, несколько записей фольклористов, сделанных в последние годы ее жизни. Обрывки. Просто умерла в возрасте 91 года, и вместе с ней исчезло живое знание о ритуалах, которым было больше 2000. Фрагменты.
тень традиций. Похожая история произошла с религией убыхов, народа с черноморского побережья Кавказа. После русско-кавказской войны убыхов выселили в Османскую империю в 1864. Народ рассеялся, язык начал умирать. В 1992 умер Хаджи Осман Эфенди, последний человек, говоривший на убыхском языке как на родном. Вместе с языком окончательно исчезли и религиозные тексты, молитвы и названия богов убыхского пантеона, которые существовали только в устной форме. Лингвисты успели записать часть слов, но сакральный пласт, то, что жрецы передавали только своим, ушел безвозвратно. Но самый документально подтвержденный случай такой смерти — религия этрусков. Этруски населяли север Апеннинского полуострова задолго до Рима и создали развитую религиозную систему с богатым пантеоном, разработанной системой гаданий по внутренностям животных и священными текстами, так называемыми этрусскими дисциплинами. Рим постепенно поглощал этрусские города, этрусский язык вытеснялся латынь. В первом веке нашей эры римский ученый Варрон зафиксировал тревожный факт. Этрусских жрецов, умеющих читать священные тексты, осталось несколько человек. Он лично знал последних носителей традиций. Когда они умерли, тексты остались, но читать их стало некому. Сегодня этрусский язык частично расшифрован, но именно религиозные тексты, самые длинные и сложные надписи, до сих пор понятны лишь фрагментарно. Боги названы по именам, ритуалы описаны, но точный смысл молитв утерян. Слова есть. Смысла нет. Отдельная история. Дрии — религия народа мандеев Месопотамии, которая технически еще не мертва, но стоит на краю. Мандеи — гностики, почитающие Иоанна Крестителя и отвергающие и Христа, и Мухаммада. Их религия существует более 2000 лет. Проблема в том, что все религиозные обряды может совершать только рукоположенный жрец — Ганзибра. В 2003-м, после вторжения в Ирак, мандейская община подверглась массовому насилию. Убийствам, похищениям, принудительному обращению в ислам. Из 60 тысяч мандеев в Ираке к 2008 осталось около 5000. Жрецов по всему миру сегодня не более 20 человек, большинство — старики. Если они умрут раньше, чем успеют рукоположить преемников, по правилам мандейской традиции религия прекратит существование автоматически. Не потому, что не останется верующих, потому что некому будет совершать обряды. Живая религия превратится в музейный экспонат в момент смерти последнего жреца. Это и есть самый тихий способ умереть. Не от меча, не от огня, а от времени и одиночества. В 1905 году египетский крестьянин Мухаммад Али Аль-Саман копал землю у подножия скалы Джабаль-Аль-Тариф в Верхнем Египте и наткнулся на глиняный кувшин высотой около 60 сантиметров. Внутри оказались 13 кожаных переплетов с папирусными текстами. Крестьянин принес их домой, часть сожгла его мать в печи как росток. То, что уцелело, попало на черный рынок антиквариата. Потом к ученым. Это были тексты гностиков, христианской секты, чьи священные книги официальная церковь уничтожала на протяжении 3 веков. Среди найденного оказалось Евангелие от Фомы. Сборник из 114 изречений Иисуса, не вошедших ни в один канонический текст. Церковь объявила гностицизм ересью в III веке и методично сжигала все их тексты. Без находки у Наг-Хаммади мы бы никогда не узнали, во что именно верили миллионы людей, которых убивали за эту веру. Но это не самая большая потеря. Самая большая — Александрийская библиотека. Потому что там хранились просто книги. Там хранились священные тексты десятков религий древнего мира, свезенные со всего Средиземноморья. Жрецы египетских культов, греческих мистерий и персидских религиозных орденов передавали свои тексты для копирования. Библиотека горела несколько раз. При Цезаре, при римском императоре Аврелиане, при халифе Омаре. Каждый пожар уничтожал очередной пласт. К VII веку нашей эры от нее почти ничего не осталось. Сколько религиозных систем исчезло вместе с этими текстами, никто не знает. Мы не знаем даже того, чего не знаем. Линейное письмо о письменности Лисыловощи Тиосимайсева. Письменность минойской цивилизации на Крите до сих пор не расшифрована. Минойцы существовали с примерно 27 по 15 век до нашей эры и оставили сотни табличек с текстами. Судя по контексту находок, часть из них религиозного содержания. Минойская религия известна нам только по изображениям. Женщина со змеями в руках, бык как священное животное, ритуальные прыжки через быка. Но что именно говорилось в молитвах, как называли богов, что обещали верующим, неизвестно. Язык есть, письмо есть, ключа нет. Майянские религиозные тексты — отдельная катастрофа. Майя создали сложнейшую письменность и записали тысячи текстов на бумаге из коры. В 1562 году испанский монах Диего де Ланда устроил в городе Мани-Аутодафе публичное сожжение. За один день сгорело 27 рукописей майя и 5000 религиозных изображений. Де Ланда позже написал в своих записях, что майя очень горевали об этом, словно о великой потере. Это было мягко сказано. До нас дошли только 4 книги майя: Дрезденский, Мадридский, Парижский кодексы и фрагмент, найденный в 21 веке. 4 книги из 1000. Религиозная система Каптасвон, охватывавшая миллионы людей на протяжении 1500 лет, восстанавливается сегодня по 4 уцелевшим источникам и наскальным рисункам. Зороастрийская Авеста по
это еще один пример частичного уничтожения. Первоначальный текст, по оценкам ученых, состоял из 21 книги. Наска. До нас дошло меньше четверти. Александр Македонский при завоевании Персии в 330 году до нашей эры сжег Персиполь вместе с хранившимися там текстами. Часть Авесты существовала только в единственном экземпляре. Те разделы, которые жрецы успели выучить наизусть, впоследствии записали заново. Остальное исчезло. Зороастризм выжил, но в усеченном виде. Его последователи сегодня молятся по текстам, из которых 3/4 утрачено навсегда. Тексты Каабы — это не просто слова, это инструкции по взаимодействию с богами. Когда они исчезают, боги становятся немыми, и религия умирает вместе с последней страницей. Гёбекли-Тепе стоит на холме на юго-востоке Турции и разрушает все, что историки думали о древних религиях. 12 тысяч лет назад, до изобретения Квалиса, до появления письменности, до первых городов, кто-то вытесал из камня колонны высотой до 6 метров и весом до 20 тонн, украсил их изображениями животных и собрал в идеальные круговые конструкции. Это не жилые постройки. Здесь нет следов готовки, сна или хранения еды. Это храм. Чистый, намеренный, грандиозный храм. Но мы не знаем ни имени Бога, которому он посвящен, ни названия религии, ни того, кто именно сюда приходил. Около 9 тысяч лет до нашей эры строители намеренно засыпали весь комплекс землей. Аккуратно, слой за слоем, и ушли. Зачем засыпали? Неизвестно. Куда ушли? Неизвестно. Комплекс пролежал под землей 12 тысяч лет, пока в 1994-м его не начал раскапывать немецкий археолог Клаус Шмидт. Сегодня раскопано меньше 5% территории. Религия, создавшая это место, не оставила ни одного слова о себе. Похожая ситуация с Чаталхьюком, городом в центральной Турции, существовавшим с 75 по 50-77 век до нашей эры. 9 тысяч человек жили в домах без дверей. Входили через отверстия в крыше. Внутри домов находили захоронения прямо под полом. Стены украшены головами быков и изображениями хищников. В каждом доме даже небольшая ниша, явно культового назначения. Это религия на уровне каждой семьи, встроенная в быт. Но никаких текстов, никаких отдельных храмовых построек, никакого жреческого сословия. Или оно было, но не оставило следов. Имена богов этого города неизвестны. Ритуалы реконструируются только по расположению костей и следам охры на черепах. Мальтийские мегалитические храмы старше египетских пирамид на 1000 лет. Их строили с 36 по 25 век до нашей эры. 7 комплексов, вырубленных из известняка, с идеальными овальными залами и алтарями. Внутри найдены статуэтки массивных фигур, предположительно жрецов или богов, и следы огня на алтарях. В 2500 году до нашей эры цивилизация, строившая эти храмы, внезапно исчезла. Никаких следов войны, никаких массовых захоронений, никаких признаков катастрофы. Люди просто ушли или вымерли от болезни или от голода. Следующие поселенцы Мальты пришли с Сицилии и не имели никакого отношения к предыдущей культуре. Храмы стояли пустыми. Религия, для которой их строили, умерла вместе с последним человеком, знавшим, зачем сюда приходить. Храмовый комплекс Нан-Мадол на острове Помпеи в Тихом океане построен на искусственных островах из базальтовых блоков весом до 50 тонн. Строительство началось примерно в 12 веке нашей эры. Местные жители не могут объяснить, как их предки перемещали эти блоки. Легенды говорят о магии. Комплекс служил резиденцией жреческой династии Сауделер, которая управляла островом через религиозный контроль. В 17 веке династию свергли, жрецов убили, ритуалы запретили, комплекс забросили. Сегодня джунгли поглотили большую часть построек, вода затопила нижние уровни. Местные жители отказываются ночевать рядом. Говорят, там живут духи. Какому богу служили жрецы Сауделер, какие ритуалы проводились в центральном святилище Наан, не знает никто. Все эти храмы объединяет одно — они больше своих создателей. Строители умерли, религии исчезли, а камень стоит. Немой свидетель веры, имя которой никто не помнит. Бог умирает не тогда, когда его последний жрец произносит последнюю молитву. Бог умирает тогда, когда его имя перестают бояться. Мардук был главным богом Вавилона на протяжении почти 2000 лет. Его храм Исагила в центре Вавилона считался пупом земли, местом, где небо соединяется с землей. Каждый год вавилонский царь был обязан лично прийти в храм, взять Мардука за руки и получить от него символическое разрешение на правление. Без этого ритуала царь не считался законным. Когда Кир Великий завоевал Вавилон в 539 году до нашей эры, он не разрушил храм. Он пришел туда сам и провел ритуал, объявив себя избранником Мардука. Персидский завоеватель сделал вид, что поклоняется вавилонскому богу, чтобы удержать население. Александр Македонский сделал то же самое 200 лет спустя. Но после смерти Александра его преемники перенесли население Вавилона в новую столицу — Селевкию. Город опустел. Храм без прихожан начал разрушаться. К первому веку нашей эры Вавилон был необитаемыми руинами. Мардук не получил ни одной молитвы. Бог города умер вместе с городом.
Молох – бог, само имя которого стало синонимом жестокости. Финикийцы и некоторые народы Ханаана поклонялись ему, принося в жертву детей. Их сжигали или бросали в огонь внутри полой металлической статуи бога, раскаленной до красного. Библия упоминает Молоха 8 раз, каждый раз с ужасом. Карфаген, Тир, Сидон – во всех этих городах находили тофеты с детскими останками. Когда Рим уничтожил Карфаген, а греки и римляне вытеснили финикийскую культуру с побережья, культ Молоха исчез. Но исчез странным образом. Его не запрещали специально, не охотились за жрецами. Просто народы, которые ему поклонялись, растворились среди завоевателей и ассимилировали. Молох перестал существовать не от удара меча, а от растворения своих носителей в чужой культуре. Тиамат, богиня хаоса вавилонской мифологии, праматерь всех богов, была убита внутри собственного мифа. По вавилонскому эпосу Энума Элиш, бог Мардук разрубил Тиамат пополам и создал из ее тела небо и землю. Это был намеренный теологический ход. Старый пантеон, связанный с хаосом и первозданными силами, был символически уничтожен внутри мифологии, чтобы освободить место новому порядку с Мардуком во главе. Тиамат продолжала существовать в текстах как побежденная, но ее культа, ее храмов, ее жрецов не было. Бога можно убить еще до того, как умрут его последователи. Достаточно вписать его поражение в священный текст конкурирующей религии. Один тогда верховный бог скандинавского пантеона умер два. Первый раз внутри собственной мифологии, согласно старшей Эдде, в конце времен во время Рагнарёка его проглотит волк Фенрир. Второй раз в реальной истории. Христианизация Скандинавии происходила с 9 по 12 век. В 1100 раннем году в Упсале, главном языческом святилище Швеции, стояли 3 золотые статуи. Один Тор и Фрейя. Христианский епископ Адам Бременский описал это святилище в 1070 году как место, где каждые 9 лет проводились массовые жертвоприношения. Вешали животных и людей на деревьях вокруг храма. Около 1110 года шведский король-христианин разрушил святилище в Упсале и срубил священное дерево. Последние гаддары, языческие жрецы, либо перешли в христианство, либо были убиты. Один перестал получать жертвы. Его мифология выжила в текстах. Но как литература, не как религия. Боги не умируют сами, их убивают другие боги. Или люди, которые решили, что нашли бога получше. Элевсинские мистерии просуществовали почти 2000 лет, с 15 века до нашей эры по 392 год нашей эры, и за все это время ни один посвященный не раскрыл их содержание. Ни один. В мистериях участвовали Платон, Аристотель, Цицерон, Марк Аврелий и тысячи других людей, оставивших подробные записи о своей жизни. Все они описывали мистерии как опыт, полностью изменивший их отношение к смерти. Цицерон написал, что Афины не дали миру ничего более ценного, чем эти обряды. Но что именно происходило внутри храма Диметры в Элевсине, не написал никто. Участники давали клятву молчания, и эту клятву держали тысячи людей на протяжении 20 веков. Известно только, что обряд длился 9 дней, включал пост, омовение в море, шествие из Афин в Элевсин и финальный ритуал в закрытом зале Телестерион. Что там происходило? Неизвестно. В 392 году император Феодосий запретил все языческие культы. Элевсинский храм закрыли. 3 года спустя его разрушили готы. Тайна, которую хранили тысячи людей, умерла вместе с последними посвященными. И больше никто не знает, что именно они видели в темноте Телестериона. Культ Митры. Другая нераскрытая тайна. Митраизм распространился по всей Римской империи в 1-4 веках нашей эры и был прямым конкурентом раннего христианства. Солдаты, торговцы, чиновники. Митраизм охватил именно тех, кто держал империю. Митры поклонялись попасться в подземных святилищах, митреумах, которых по всей империи найдено более 400. На стенах каждого митреума изображена одна и та же сцена. Молодой бог Митра убивает быка. Но что означает эта сцена, неизвестно. Митраизм не оставил ни одного теологического текста, ни одного описания ритуала от участника. Только изображения и краткие надписи. Когда христианство стало государственной религией Рима, митреумы закрыли, часть превратили в христианские церкви. Последователи либо обратились в христианство, либо ушли в подполье и исчезли. Ученые до сих пор спорят о том, что символизирует убийство быка. Астрономическую карту, сельскохозяйственный миф или что-то принципиально иное? Ответа нет. Орфические мистерии — культ, основанный на мифе о певце Орфее, спустившемся в подземный мир за своей женой. Орфики верили в переселение душ, соблюдали строгую диету, они ели мясо и бобов, и хоронили своих мертвецов с золотыми табличками, на которых были написаны инструкции для путешествия в загробном мире. Эти таблички находят по всему Средиземноморью, в Греции, Италии, Болгарии. На них написано, что именно должна сказать душа стражам подземного мира, какой источник обходить стороной и из какого пить. Это навигатор для мертвых. Но кто именно составлял эти инструкции, как проходили собрания орфиков, где находились их святилища, практически неизвестно. Орфизм существовал на периферии официальной религии, без храмов и жреческой иерархии. Когда христианство вытеснило греческие культы, орфики растворились без следа. Золотые таблички остались, без людей, которые знали, как ими пользоваться. Культ Исиды — единственный из перечисленных, который пытался выжить. Египетская богиня Исида приобрела огромную популярность по всей Римской империи, ее храмы стояли
стояли в Риме, Помпеях, Лондоне, на берегах Рейна. Культ пережил несколько волн преследований, адаптировался, менял форму. Жрицы Исиды брили головы и носили льняные одежды, ритуалы включали ежедневные омовения и пение гимнов на рассвете. Когда Феодосий запретил языческие культы, храмы Исиды закрыли последними в 426 году. Последний известный храм Исиды на острове Фили в Египте официально функционировал до 550 года нашей эры, почти на 1,5 века пережив официальный запрет. Его закрыл византийский военачальник Нарсес, выслав последних жрецов и превратив святилище в христианскую церковь. Богиня, пережившая 3000 лет, умерла не от забвения. Ее убили намеренно и методично. Все эти культы объединяют одно свойство. Они намеренно скрывали свои тайны и преуспели в этом настолько, что унесли их с собой навсегда. Тенгрианство, а и религия монгольских степей управляла половиной известного мира в 13 веке. Чингисхан был тенгрианцем и считал себя избранником вечного синего неба. Тенгри. Его армии завоевали территорию от Тихого океана до Дуная. И везде, где проходили монголы, тенгрианские жрецы, шаманы, шли рядом с войной. Монгольская империя была веротерпимой. Чингисхан освобождал от налогов христианских священников, буддийских монахов и мусульманских имамов одновременно. Но именно эта терпимость убила тенгриан. Внуки Чингисхана начали принимать религии завоеванных народов. Хубилай-хан принял буддизм, Берке-хан принял ислам. Газан-хан в 1295-м официально объявил государственной религией Ильханата ислам и казнил нескольких буддийских монахов для демонстрации серьезности намерений. К XIV веку монгольские ханства по всей Азии исповедовали либо ислам, либо буддизм. Тенгрианство сохранилось только среди простых кочевников в отдаленных районах Монголии и Сибири, и то в смешанном виде с шаманизмом. Религия, чьи последователи контролировали половину земного шара, проиграла не в войне, а в мирной конкуренции с более организованными системами. Религия ацтеков умерла за 2 года. В 1519-м Эрнан Кортес высадился на побережье Мексики с 550 солдат. В 1521-м Теночтитлан, столица Ацтекской империи с населением около 200 тысяч человек, был разрушен. Ацтекская религия требовала постоянных человеческих жертвоприношений для поддержания движения солнца. Главный храм Темпло-Майор в Теночтитлане был буквально выстроен из человеческих костей. Археологи нашли под ним останки тысяч людей. Испанцы уничтожили храм, на его фундаменте построили католический собор. Он стоит там до сих пор. Жрецов убили или обратили в христианство. Священные календари и тексты. Но ацтекская религия не просто была уничтожена внешней силой. Она была дискредитирована изнутри. Многие народы, которых ацтеки использовали как источник жертв, с радостью помогли Кортесу. Лашкальцы, татанаки и другие племена видели в испанцах освободителей от обязанности отдавать своих детей на алтарь. Религия, основанная на страхе соседей, не получила защитников в момент кризиса. Религия инков исчезла медленнее и трагичнее. Инки поклонялись Инти, богу солнца, и считали своего императора Сапа Инку живым сыном Инки. Когда испанцы захватили и казнили императора Атауальпу в 1533-м, теологическая система рухнула в один момент. Живой бог на земле был мертв. Испанцы проводили систематическую кампанию по уничтожению анских религий, так называемую экстирпацию, идолопоклон. Специальные инспекторы объезжали деревни, изымали и уничтожали уаки, священные предметы и места. Только в период с 1649 по 1666 год инспекторы уничтожили около 800 уак, 331 мумию предков и конфисковали тысячи культовых предметов. Мумии предков были центральными объектами поклонения. Их кормили, одевали, советовались с ними. Уничтожение мумий означало разрыв связи с предками, то есть разрыв с самой основой религии. Религия славян-язычников, последняя в Европе, продержалась дольше всех. Балтийские славяне в Арконе на острове Рюген поклонялись Световиту, четырехликому богу войны, до 1168 года. Их храм хранил белого священного коня, по движениям которого жрецы предсказывали исход битв. Датский король Вальдемар I взял Аркону штурмом, разрушил храм, срубил статую Световита и вывез накопленные сокровища. По описаниям, несколько телег, золота и серебра. Жители крестили принудительно. Это была последняя точка официального славянского язычества в Европе. Но религия не исчезла полностью. Она ушла в фольклор, в праздники, в суеверия, где прячется до сих пор под тонким слоем христианского лака. Есть религии, которые не просто исчезли, они оставили после себя такой след, что само их упоминание вызывало ужас на протяжении столетий после гибели. Культ Кали в форме тугов, пожалуй, самый документально подтвержденный пример религиозного убийства как священного долга. Туги от слова тхаги, то есть обманщик, были тайным братством в Индии, существовавшим с 13 по 19 век. Они поклонялись богине Кали и верили, что убийство людей является жертвоприношением угодным богине. Технология была отработана до совершенства. Группа тугов присоединялась к каравану путешественников, несколько дней ехала вместе, завоевывала доверие, а затем в заранее выбранный момент душила всех жертв желтым шелковым платком, румалом.
Никаких следов крови, никакого. Тела закапывали с помощью специальной кирки, кадали, которая сама по себе считалась священным предметом. По британским колониальным записям за 6 столетий туги убили от 500 тысяч до 2 миллионов человек. Британская колониальная администрация начала систематическую охоту на тугов в 1830-м под руководством Уильяма Генри Слимана. За 20 лет арестовали около 4000 человек. Последний известный туг, Бухрам, признался на следствии в лично совершенных 931 убийстве. Он был убежден до конца жизни, что служил богине. Культ уничтожили полицейскими методами к 1850-му. Кали как богиня существует в индуизме до сих пор, но ее культ в форме тугов мертв и официально признан преступной организацией в исторических документах. Религия ассасинов, исмаилитская секта низаритов под руководством Хасана ибн Сабаха, использовала убийство как политический и теологический инструмент с 1091 по 1256 год. Хасан захватил горную крепость Аламут в Персии и создал сеть агентов по всему Ближнему Востоку. Его последователи годами внедрялись в окружение целей, халифов, крестоносцев, султанов, и убивали в публичных местах, намеренно не пытаясь скрыться. Публичность была частью теологии. Смерть во имя имама равнозначна мученичеству и гарантирует рай. Слово «ассасин» вошло во все европейские языки именно от этой секты, через арабское «хашашин», хотя версия о том, что они употребляли гашиш перед убийствами, современными историками оспаривают. В 1256-м монгольский хан Хулагу осадил Аламут. Крепость пала, библиотека, одна из крупнейших в исламском мире, была сожжена. Большинство низаритов уничтожили. Секта выжила в рассеянии, но ее боевая теологическая форма была уничтожена полностью. Но самое шокирующее из проклятых религий — культ Хуару у черных карибов Центральной Америки, практиковавший ритуальный каннибализм не из голода и не из жестокости, а из любви. Съесть тело павшего воина-союзника означало принять его силу и храбрость внутрь себя, не дать его доблести исчезнуть. Съесть тело врага означало окончательно уничтожить его, лишив даже посмертного существования. Это была законченная теологическая система с внутренней логикой. Испанские миссионеры описывали ритуалы с ужасом и немедленно начали кампанию по искоренению. К XVIII веку практика была уничтожена, частично через прямое насилие, частично через обращение в христиан. Сами карибы выжили, их потомки живут в Центральной Америке до сих пор. Но теологическая система, объяснявшая смысл этих действий, исчезла. Осталась только внешняя форма, зафиксированная врагами с максимальным отвращением и минимальным пониманием. Проклятые религии объединяет одно: их уничтожали с особой тщательностью, именно потому, что боялись. И этот страх был лучшим доказательством того, что они работали. В 1978 году советские этнографы зафиксировали последнего практикующего жреца религии нивхов на Сахалине, старика по имени Павел Наргун. Он проводил медвежий праздник, ритуал, при котором выращенного в деревне медведя торжественно убивали, веря, что его дух уйдет к богам, как посланник от людей. Советские власти праздник запретили. Наргун провел его тайно в лесу с 7 участниками. Это был последний задокументированный случай проведения ритуала в полной форме. Наргун умер в 1983. После него медвежий праздник нивхов существует только в описаниях этнографов и музейных реконструкций. Это и есть ответ на вопрос, заданный в начале. Почему последователи предпочитали смерть отречению? Потому что для них отречение и было смерть. Не физической, а той, которая важнее, разрывом связи между людьми и силами, управляющими миром. Жрец Катаров, входящий в огонь в Мансигюре, и старик Наргун, тайно проводящий ритуал в сибирском лесу. Это между ними 9 веков и 1000 километров, но одна логика. Пока ритуал совершается, связь существует. Как только он прекращается, боги уходят. Все религии в этом выпуске исчезли по разным причинам. Огонь, меч, указ, время, одиночество. Но механизм смерти у всех одинаковый. Религия умирает в момент, когда прерывается передача. Никогда сжигают последний храм, храм можно отстроить. Никогда убивают последнего жреца, жреца можно заменить. Религия умирает, когда живой человек перестает передавать живому человеку то, что нельзя записать. Интонацию молитвы, точное движение руки во время ритуала, запах правильного дыма, имя, которое произносится только вслух и только в определенный момент. Письменность не спасает, авеста сохранилась, 3/4 утрачены. Майянские кодексы сохранились, 4 книги исты. Этрусские тексты сохранились и до сих пор непонятны. Тексты без живых носителей превращаются в археологический материал, а не в религию. Сегодня на планете около 300 языков находятся на грани исчезновения. Это означает, что вместе с ними исчезнут религиозные традиции, существующие только в устной форме. По оценкам антропологов, каждые 2 недели в мире умирает последний носитель какого-либо языка. Не все эти языки несут в себе отдельную религиозную систему, но часть несет. И каждые 2 недели где-то в мире боги теряют последнего человека, который знал их настоящие имена. Религия ацтеков требовала крови, чтобы солнце взошло. Религия катаров требовала отречения от материального мира. Культ Митры хранил тайну, которую не раскрыл никто. Элевсинские мистерии изменили жизнь тысяч людей.
и унесли свой секрет в могилу. Все они были абсолютно убеждены в своей правоте. Все они исчезли. Единственный честный вывод из этого — ща не торжество выживших религий над погибшими, а простой факт. Из 4000 религий, существующих сегодня, каждая когда-нибудь окажется в этом списке. Какие-то через 100 лет, какие-то через 1000. Боги без молитв — это не прошлое. Это будущее всех богов без исключения. Вопрос только в том, кто будет последним, кто произнесет их имя вслух.